Вообще, знаете, я вот сошла с тропы. Вот этот свежий снег, это вчера весь день валил. А под ним хороший настых. В принципе, я не проваливаюсь. Зима порядком надоела, но какая ж красота, а? И такая дорожка от меня тоненькая. Мои только следы. Дерево мертвое, но такое эпичное. Мне оно очень нравится. Кудрявое, как я их называю. И солнце еще сегодня светит. За счет этого вообще красота. Такая прям тайга красивая, снежная, солнечная. А я решила просто вот влог поснимать для второго моего канала Алинина Каша. Потому что у меня сегодня просто, можно сказать, прогулка однодневная, без ночевки. Иду я в свой Грот Светлый. Просто проведать. Давно там не была. Что-то сердце в последнее время щемит. Хочется проверить, как там дела. Вот видите, 22 апреля у нас еще на лыжах катаются люди. Сегодня прям такая гробовая тишина. Меня так это радует, потому что у нас, когда теплеет, чуть что, сразу ветра ледяные, сильные, холодные. И потепление не сильно ощущается. А сегодня прям благодать. Только где-то дятел далеко постукивает. Так, тишина такая. Там что-то тучи собираются. Вроде не обещали сегодня снег. Хотя у нас все может быть. А там солнце проглядывает. Где-то деревья скрипят. Ляпота. Сорока. Иду по следам, по собачьим. У нас очень много диких собак. И вот они знают, где бежать. Я иду по их следам. А так идти крайне тяжело, потому что снега много. А под снегом такой наст, который весь вот такой. Он то подтаивал, то замерзал. И такими, знаете, буграми, на которые очень сложно идти. А вот по собачьим следам, ну еще туда-сюда. Нормально. А я сегодня в начале маршрута видела 2 зябликов, самцов. Сначала даже не поверила. Так что-то радостно мне стало. Весну почувствовала сразу. Зяблики. Да. Я их не видела несколько месяцев. Здорово. Здорово, что впереди весна. Ну, в смысле, уже лето. Весна уже. Вот она, весна. Ее уже практически у нас не будет. Агарикус. А я его видела, когда он еще свеженький был, такой красивый. И капельки свисали. Видно, что его кто-то срезал. Кто-то его съел. А я не стала трогать, думаю, пусть растет. Какой горький. Он такой уже высушенный. Горький-горький. Прям мега горький. С него можно лекарства делать. Снежная красота. И ну разве может в апреле быть такое, а? У всех уже цветы цветут, а у нас вот лапы такие снежные, красивые. Тучи ходят, тучи бродят. Знаете, что интересно? Что у меня где-то, наверное, 5 мая выйдет фильм на основном канале. Но я думаю, что вот этот влог, скорее всего, вы раньше увидите. И там я ходила
с гамаком на видовку. И это было в начале апреля. Я там, знаю места, где на высоких склонах, на южных, снег растаял от солнца, да, частями. И можно выбрать такой небольшой уголок, где снега нет. Так вот, там я буду снимать, там снега очень-очень мало. Но когда я иду, еще снег я снимала, а на самой вот этой стоянке снега не будет. И люди, конечно, запутаются, потому что на самом деле у нас вот так. Вот. Поэтому вот так вот бывает обманчив взгляд с камеры. А еще мне люди постоянно пишут зимой под зимними фильмами, а вдруг медведь, а вдруг волки. Ну, волки, ладно, может быть. Медведь зимой, но только если шатун. Вот, ну какой сейчас медведь? Они еще там по 2 метрами снега спят. Хотя, говорят, уже видели медвежьи следы, но это там, где ближе к городу, где снега меньше. Как раз вот куда я ходила, да, где полки такие, южные склоны, там, да, медведи, возможно, проснулись. А вот тут какие медведи? Они там еще далеко под снегом спят, лапу сосут. Хотя уже пару раз бурундуков я видела, и суслики у нас проснулись. Свежие следики глухаря. Только что сорвался, не успела снять. Я надела сегодня гамаши, потому что думала, что я буду сильно проваливаться в снег. Гамаши на сапоги, чтобы мне в сапоги снег не засыпался. Ну, по итогу, сильно-то я и не проваливаюсь. Хотя идти довольно трудно все равно. Салуня моя, привет! Как я по тебе скучала! Где твои глазищи? Вот они, глазищи. Видите, на сову похоже. Привет, моя, глазастик мой. Мое любимое дерево. Ой, как я соскучилась. Давно не обнимала. Кто еще ничего не понял и первый раз на моем канале, это мое любимое дерево, совуня. Я его называю совуня, сова. Потому что очень похоже на сову. Вот эти глази огромные. И посередине как будто такой, как клюв. Как-то я показывала вот этот огромный, огроменный сувель. Для сравнения, какой он огромный. Потому что, когда показываешь со стороны, да, то непонятно, камера же размеры не передает. Вот. А когда себя на фоне чего-то снимаешь, сразу видно. Вот, наконец-то первые просторы открываются. Отсюда видно тайгу, горы, горная тайга. И вот эти сосны, их здесь буквально несколько лет назад не было. И вот за несколько лет они уже вот такие выросли. Здорово. Здорово, что тайга обновляется. Деревья растут. Это радует. Правда, вид весь закроет в итоге, когда они вырастут полностью. Ну ничего страшного, сейчас дальше выйдем, там уже будет открыто, видно все хорошо. На хребет я выхожу. Как я обожаю вот этот вид с этим деревом, с этой сосной. Такой офигенный, бомбезный вид. Вот именно сосна придает. Вот представьте, ее здесь бы не было. И было бы просто голое пространство. Уже бы был совсем другой вид. Это вот зверюга какая-то походила. И вот видите, здесь снега уже мало, потому что это хребет, вершина. Здесь уже снега мало. Наверху именно. А в самой тайге его еще очень много. Ой, скользко.
скользко, как бы не уехать туда, вниз с горы. Вон где деревья пореже, там видно, что снега много. А где деревья погуще, его и не видать. Но он там есть. Просто настолько густая тайга, что плохо видно снег. Не просвечивается. Что-то пасмурно прям стало так. Сегодня у меня болтательный влог. Такой реально болтательный. Но на олейной каше могу себе позволить. Я делаю очень много переводов на разные языки, чтобы меня могли смотреть другие страны. И поэтому, когда много болтаешь, очень долго сидишь потом, по полдня. Сначала исправляешь субтитры, русский язык делаешь более грамотным. Раньше я этого не знала, кстати, и у меня там в старых фильмах как попало, как сказать, как бот напереводил, написал, так и что попало там, в общем. А сейчас я, конечно, субтитры выравниваю, пытаюсь сделать более грамотными, перевожу на 36 языков, вот. И поэтому, когда болтаешь много, это довольно сложно делать. Очень много времени уходит на это. И еще я хотела, кстати, смотрите, у меня такой кармашек. Я вот специально на рюкзаки такие покупаю, удобные штуки. Они, конечно, весят, но зато удобно все под рукой. И у меня насчет диких животных-то люди спрашивают. Здесь вот такой пистолет. Это, конечно, пугач. Пугач-пускач. ГВАТ 12, по-моему, если я не ошибаюсь, могу ошибаться. ГВАТ САП 12 вроде называется. Более подробно я о нем рассказала в фильме, который выйдет 5 мая на основном моем канале «Белая ворона». Вот. Тут можно перцовые бамы ставить, можно гром, можно сигнал охотника. Ну и самое главное, это защита не больше даже от диких животных, сколько от двуногих животных. Вот кого действительно надо бояться. Такие дела. Так что вот он у меня под рукой здесь, можно сказать. Конечно, молниеносно я его не достану, но все-таки все равно. Например, волки сразу не нападают. Вот. Медведи, в принципе, тоже сразу не нападают, за редким исключением. Вообще, в принципе, у них нет задачи напасть на человека. Они нападают только в крайнем случае, когда вот самый страшный медведь, это который зимой проснулся, и, естественно, он не понимает, что происходит. Он голодный, злой, не выспавшийся шатун. Это самый опасный медведь. Вот от него ничем не спасешься, конечно, кроме двухстволки, наверное. Ну и опасна мамка с медвежатами, но она менее опасна, чем шатун, потому что, в принципе, с ней можно разрулиться. Ну, а остальные медведи в основном адекватные, если бешенством там никаким не болеют. Они человека боятся и убегают. Если человек, конечно, будет себя адекватно вести. Потому что если человек ведет неадекватно, сразу начинает там руками махать, что-то там кричать, что-то там какие-то действия делать, а особенно убегать, то все. Это, можно сказать, вы подписали себе смертный приговор. Бежать ни в коем случае нельзя. И, к слову, я не просто так это говорю, такая умная Маня, типа иду такая, рассказываю тут про каких-то медведей, а сама никогда в жизни их не видела. Я с медведями встречалась вот лично. Я просто не веду подсчета, я всегда говорю, что раз 10 я с ними встречалась. Но на самом деле гораздо больше, потому что чаще всего мы медведя не видим, а он нас видит. Вот. Так вот, именно когда я его видела, такого было раз 10. Вот. И с волком я встречалась довольно близко один раз. И 2 раза с росомахой. Вот. Это из таких опасных животных. Ну и, естественно, я встречалась с лосями. Вот в Северобайкальской тайге мы встретили лосиху с лосенком. Правда, сняла я только лосиху там, а лосенок прятался. Это мы уже потом поняли, что он прятался там, в самой тайге. Она его как бы прикрывала. Вот.
Ну и моралов там, косуль, всяких разных оленей там, да. Они тоже бывают опасны во время гона. Ну и уж лис, зайцы, я уж там не говорю про это, я уже множество раз видела. Хотя зайца, кстати, очень сложно увидеть. У нас, по крайней мере, в горной тайге, у нас же нет пустырей. Вот. Такие дела. Сейчас наболтаю вам кучу всего. Я ведь иду, и тут такие красивые виды везде. Ёшкин кот. Я шла, пока болтала, и как раз вот там косуля пробежала. Только я ее копытца и увидела. О, кстати, там где-то тявкает она. Другая уже. Так, что еще хотела сказать? Вот река, например. Она еще ледяная. Она вся во льду. Сплавляться невозможно. И это, конечно, печально. У нас вообще невозможно еще сплавиться, хотя уже конец апреля. Реки еще замерзшие, они еще не вскрывались. Такие дела. А вот там вон уже видно мой грот, в который я иду. Мой любимый домик. Вот кто кричит. Не знаю. Видно, надеюсь. Это сокол, Сапсан, занесен в Красную книгу. Вот он тут сидит, кричит. Что не нравится ему, что я тут иду. Давай, покричи еще на камеру. Ой, ты молодец, какой красавец. Какой молодец. Я такая довольная, ё-моё. Хоть Сапсана сняла. И главное, не улетает. Обычно улетают сразу. Ё-моё, идешь, тут косули бегают. Следы всякие животных разных. И срываются глухари из-под ног. Кричат сапсаны. Замерзшая река внизу. Грот вдали. Просто это все нереально. Это реально нереально, кажется. Вот такую красоту я наблюдаю. Вот он, мой гротик. Скоро я приду. На спуске к гроту уже снег. Вот видите, тут южный склон. Снега нет практически. Вот там между соснами и на соснах есть. Реку видно немножко. Я обычно вот с этой стороны спускаюсь к гроту. Но это надо аж вот так пройти. И оттуда спускаться. Я решила сократить. Пошла тут по кустам. Но тут более крутой спуск. Ну и скользко, конечно же. Можно улететь. Еще шишечки под ногами попадаются. Как я по вам скучала. Шишки, ё-моё, вас под снегом-то и не видно ж было. Вот он кайф. Вот он кайф. Спуститься по шишкам и не улететь. И не улететь. А там потом еще мокро. И снег. Очень-очень круто. Вот он, красавец. Ну, привет, Гротелла. Грот мой любимый, привет. Как же у тебя там жизнь-то, а? И вон дерево упавшее. Мое любимое. Лежит, гниет. Да. Подобраться к нему трудно. Это на камере кажется, что легко. Тут на самом деле скользко. И вот не схватиться, главное, вот за эти шипы. Выбраться и не упасть. Ну, привет, Грот, как жизнь-то, а? Да
Давненько я тут не была. На первый взгляд, как будто бы все нормально. Ага. Дров, конечно, убыло. Веток очень сильно убыло. Видно, что в моих пакетах лазили. Оставили все открытое. И это плохо. Потому что, во-первых, отсыревает, во-вторых, мыши лезут. В общем, как я поставила камеру, это надо видеть. Поэтому уж извините за ракурс. Как говорится, штатива нет. Спартанские условия. А я тут пилю дрова. Как говорится, не все еще сожгли дрова тонкие. Что-то я нашла, пару штук. Здесь я вхожу. Так, ну ладно, попилим правильно. То сейчас меня начнут учить. Фу, ну подпилила маленько. Хорошо, когда приходишь сюда с ночевкой, потому что есть время отдохнуть, да, поспать, и с новыми силами можно идти обратно, можно еще остаться. Но, к сожалению, я с ночевкой не смогла, поэтому пошла хотя бы так на день. Поэтому времени у меня не сильно много, чтобы тут посидеть, потому что обратно чапать еще 11 километров по горной тайге. Вот у меня вот здесь вот, я не знаю, года 3, наверное, или 4 стояла палка, которой я шарудила костер. Она специально была для костра. Никто ее не трогал. В итоге все-таки кто-то ее сжег. Видимо, таких дров им не хватило. О, хорошо как. Руки у меня замерзли, кстати. А так сама я не сильно замерзла, но у костра хорошо посидеть, погреться. Сейчас вкусно поем. Я ж вообще, в принципе, пожрать сюда пришла. Зачем люди ходят в горы, в лес, чтобы поесть? А вы как думали? Красивый вид отсюда всегда. Всегда такой разный. Сейчас вот там вот сосен снег падает. Скоро он весь опадет и растает. Потому что с сегодняшнего дня у нас начнет потихоньку теплеть, и выходные прям уже будет такой нормальный плюсик. Так, вот это я пришла поесть, так поесть. Тут у меня оладьи из кабачка, салатик свекольный. Тут у меня кофе. В кои веки взяла, никогда кофе не беру же. И тут у меня горяченькое. Это овощи запеченные, и там еще картофельная котлета с грибами. Закроем, чтобы не остыло пока. Короче, еды много. Конечно, это все не съем, но я ж поесть пришла. Там может горизонт заваливать, что-то там не так. Но понимаете, да? Вы меня понимаете, почему это все. Спартанские условия.
Единственное, что я забыла, это зефирки. Но я не страдаю, потому что мне этой еды вот так. Зефирка, наверное, уже не влезла. Как же хорошо. Жалко, конечно, что с ночевкой не могу остаться. Но хотя бы так, чем совсем никак. Короче, мне тут запись оставили на английском языке. Я английского не знаю. Вернее, немножко совсем. Поэтому буду, наверное, попытаться дома перевести. Меня часто спрашивают, что пишут в книгах записей. В основном пишут, откуда идут, куда идут. Вот. Как сюда попали. Некоторые пишут, откуда узнали. Вот часто мне приветы передают, как белые вороне. То есть, многие знают, смотрят мой канал. Кто-то случайно сюда попадает. Кто-то издалека увидел и зашел. Вот. Ну и пожелания хозяйки оставляют, хозяйки, хозяину. Это вот везде книга записи, она одинаковая, что в гротах, что в избах. Разницы нет, везде практически одно и то же пишут. В общем, обозначаются как-то. Дату ставят. Иногда пишут, какая погода на улице. Это создается история, и потом такие книги очень интересно спустя несколько лет читать, потому что это уже реальные истории становятся. И пишут, приходят сюда разные люди, не только сюда, вообще в избы. В избы, в гроты, в такие вот места какие-то. Места силы. Вот. И когда оставляют записи, создается история многолетняя. То есть обычно журналы ведутся много лет. Ну, обычно столько, сколько существует данное место. Вот. Ну, так всем, кто смотрит мой канал и кто здесь оставлял записи и был в этом гроте, кто мне что-то желал, огромное спасибо. Мне очень приятно читать. И особенно приятно, когда вы оставляете здесь чистоту, порядок, пополняете дрова, если вы взяли мои, либо со своими пришли дровами. Я очень это ценю, потому что невозможно мне одной напастись дров для всех туристов и путников, естественно. Вот, поэтому дрова надо пополнять, конечно. Насекомое проснулось. Наконец-то, дружище. Я тебя так рада видеть. Небо подзатянуло немножко. Солнце пропало. Но все равно красиво. Здесь всегда красиво. И самое главное, сегодня тихо. Удивительная погода сегодня. Утром был минус. Сейчас +1. И ветра нет. Ветра нет, это чудо. У нас очень часто ветер холодный. Особенно на хребте всегда ветер. А сегодня нет. Столько в мире чудесного. Такая красота. Столько интересного, неизведанного. И почему бы людям свою силу и свои мозги не вкладывать во что-то более полезное, чем во вражду? Пускай на углях пожарятся банки, хорошо пожарятся.
рада, что место посещается, в принципе. Иначе для чего это все? Люди должны посещать такие места, места силы. Особенно хорошие, добрые люди должны приходить. И, в принципе, я даже рада, когда они приходят и когда Грот живет. Приятно. Потому что мои труды не проходят даром. Не только для себя, как говорится, старалась. И меня это радует. Главное, чтобы плохие люди не посещали, не мародерствовали здесь. Потому что все-таки это место силы и одно из моих любимых мест. Я его очень люблю. Я уже много лет за этим гротом смотрю. Уже, получается, 9-й год. 9-й год, да. Время быстро летит. Вы были на канале Алинина Каша. Меня зовут Алина. Это мой любительский канал. Мой основной канал называется Белая Ворона. Подписывайтесь, кому интересно. Кому понравился этот небольшой болтательный влог. Всем пока-пока. Я почему-то очень люблю, когда тучи на заднем плане и солнце подсвечивает. Это так красиво. А снег, он еще дополняет. Это следики мои, если что, а не операторов, как некоторые пишут. Кстати, да, насчет операторов. Ой, блин, операторы вы где? Вы чё? Как вы умудрились спрятаться так быстро? Вы где вообще? Ё-моё, какие проныры, а? Быстро прячутся и, самое главное, следов вообще не оставляют. Только мои следы почему-то. Как так-то, а? А операторов где следы? Куда они делись-то, а? Это, я не знаю, специалисты просто. Специалисты. Вот это грот. Он насквозь, у него крыши нет, но там внизу он более широкий. Я лазила когда-то там. Туда сложно, конечно, подобраться. Никаких труб там нет. Ну, можно при желании. Такая красота. Все ссылки, на которые вы можете смело жать, переходить, подписываться, они в описании под этим фильмом. Сверните фильм, кто не понимает, и под ним прям написано «Еще дальше». Вы нажимаете на «Еще», и вам описание откроется. И там будут все ссылки на мои каналы, на Белую Ворону, на Алинину Кашу, на ВК-видео, на ВК-донат, на Бусти. В общем, на все, что у меня есть. На Дзен. Тоже подписывайтесь, я там пишу статьи, посты. В принципе, статьи, когда у меня есть время, пишу довольно интересные. Вот. Коряга, как медвежонок маленький, который на 2 лапах стоит. Прикольно. Да, похоже на мишку. Ёжика, наверное, ждет. Я сегодня без штатива, у меня только селфи-палка. Хорошо, снег липкий, хороший. Иначе бы я не смогла себя со стороны снять. Вот так вот закапываю палочку и снимаю. Вот, пожалуйста. Таким образом я расположила селфи-палку. Вот так я ее воткнула, и в принципе она и не держится. Так что была большая вероятность, что она куда-нибудь упадет. Но мне повезло, она не упала. В этот раз такая приспособа. Кстати, снега кусочек. Вот на выходе из грота. Кстати, вот такая красота. Кусочек снега. И я умудрилась прилепить штатив. Ой, в смысле, селфи-палку. Еще одно приспособление.
Хорошо, что снег липкий. Вот, сейчас буду снимать, как я буду разводить костер. Слушайте, удобная штука у меня получилась. То есть я могу вытащить селфи-палку и снова поставить. Снег такой довольно тверденький стал. И все, вот он мой штатив. Вот такая красота у меня уже. Костер горит, все хорошо.